Всем привет! А сегодня расскажем вам об абрикосах, Ютубе и невыполненных обещаниях. И я даже спою вам песню. Досмотрите ролик до конца, и вы поймете, что довело меня до пения. В прошлом ролике мы рассказывали вам, что у Армении возникли проблемы с экспортом своей сельхозпродукции в Россию. Все, конечно, меняется, но, наверное, это все же повод о том, чтобы задуматься немножечко и о других путях решения этой проблемы. Не так давно некий американский дистрибьютор овощей и фруктов армянского происхождения поделился интересной информацией. В частности, он заинтересовался, почему в Америку не поставляются знаменитые армянские абрикосы. Ну классный же фрукт, ведь понятно, что он будет пользоваться спросом. Да, безусловно, абрикосы полетят в Америку самолетами, но это совсем не нью-васюки на самом деле. Тот же дистрибьютор упоминает о том, что, например, в Америке потребители преспокойно покупают кислую сливу за $16 за килограмм. Ну, наверное, и армянские абрикосы вполне могут пользоваться таким же спросом и будут продаваться по такой цене или дороже. Так чего же не хватает для того, чтобы армянские абрикосы красиво желтели и ароматно пахли на прилавках американских супермаркетов? Оказывается, для этого нужно, чтобы частное лицо либо правительство Армении обратилось бы в Министерство сельского хозяйства в Америке и получило соответствующее разрешение. И после этого армянскую продукцию спокойно можно будет поставлять в США. Но почему-то подобную инициативу никто не предпринимает. А как вы думаете, действительно ли идея с абрикосами такая вот совершенно безумная? Имеет ли смысл возить абрикосы самолетами в Америку? Ну, я не знаю, и может быть еще каким-то образом возить их в Европу. Я говорю, наверное, это звучит как нью-васюки, как такое вот нечто грандиозное и по-своему смешное. Но как кажется вам? Вот, например, людям, которые живут в Америке. Имеет ли смысл продавать там армянские абрикосы? Ведь мы не знаем, сегодня сельхозпродукция из Армении не уезжает, завтра вдруг сможет попадать в Россию, а потом в разгар сезона абрикосов и других прекрасных фруктов опять выяснится, что что-то пошло не так, случились какие-то технические сложности, в армянских фруктах обнаружился какой-то опасный, избирательно для россиян вирус. Или паразит. И негодяй. И негодяй. В абрикосе, в помидоре. Может быть, действительно стоит подумать о каких-то альтернативах? Пишите нам в комментариях, нам очень интересно ваше мнение, потому что, сидя в Ереване, мы не до конца себе представляем, насколько все это имеет смысл. И в связи с этим мы вспомнили другую историю. Мы неоднократно рассказывали вам, что, будучи блогерами, не зарабатываем практически ничего. Да, это весьма печальная история. По понятным причинам просмотры из России не монетизируются. Ну, санкции, запрет рекламы, YouTube не сотрудничает с Россией, соответственно, денег у блогеров нет. Но самое интересное, что никак не монетизируются просмотры и из Армении. Дело в том, что для этого тоже нужно предпринять определенные шаги. В частности, армянское правительство должно заключить договор с корпорацией Google. И еще 3 года назад, и даже 4 в 2019 году, соответствующие переговоры вроде как проводились. Мало того, когда выяснилось, что Армения не включена в список стран, которые могут быть частью так называемых YouTube партнер программ, проводились соответствующие встречи. Один из армянских министров рассказывал, что также встречался с деятелями Силиконовой долины, армянами, которые работают на YouTube, именно как на корпорацию, и были якобы достигнуты определенные договоренности. Но годы шли, и эти договоренности почему-то не переросли в монетизацию армянских просмотров в YouTube. При этом в Азербайджане и в Грузии партнерская программа работает. Да, как-то не состоялось партнерство Ютуба и Армении.
Между прочим, это тоже деньги, это тоже налоги, это тоже возможность пополнять бюджет страны. Тем не менее, ВОС и ныне там, несмотря на то, что министр рассказывал о неплохих связях в Силиконовой долине и, собственно, в Гугле и Ютубе. Наверное, вот этими вот бесконечными проблемами с монетизацией и объясняется частое обращение, в том числе армянских блогеров, с просьбами о донатах. Потому что мифические представления о том, как прекрасно, собственно говоря, блогеры, у которых большое количество просмотров, зарабатывают на своей YouTube-деятельности, лично нас часто веселит. Потому что нам говорят: ну вы, ребята, наверное, не работаете, но у вас же YouTube-канал, понятно, что вы прекрасно зарабатываете, занимаясь тем, что вам по душе. Но по факту мы просто занимаемся тем, что нам по душе. Нам действительно очень приятно общаться с вами, нам приятен человеческий отклик и ваш интерес к нам, это нас поддерживает, но это, пожалуй, единственное, что нас поддерживает, потому что пока этот вопрос не решен, финансовая сторона остается подвешенной и делает жизнь армянских блогеров куда печальнее, чем она могла бы быть. Поэтому спасибо вам за донаты, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии. И, кстати, о еще более важном, чем бог с ними, с армянскими абрикосами и с монетизацией Ютуба. Когда закончилась война 2020 года, армянские власти заговорили о том, что необходимо строить альтернативную дорогу в Арцах, чтобы не быть завязанными на Лачинском коридоре. Много говорилось о том, что это решит проблему, что всегда будут отступные пути, потому что предполагалось, что будут различные козни с Лачинским коридором. Но опять-таки прошел не один год. Лачинский коридор ожидаемо заблокирован. А где та дорога? Кто ее видел? Дороги по-прежнему и нет. Ну, а теперь все-таки немного о смешном. Про невыполненные обещания мы поговорили, а теперь я вам спою. А история такая. В Ереване обокрали бывшего начальника Следственного управления по городу Ереван Следственного комитета Армении. Как сообщает Шамшан, некий человек по имени Магер Вартанян обратился в полицию и рассказал душераздирающую историю о том, как он где-то припарковал свой Порш и, вернувшись в машине, через некоторое время обнаружил, что дверца салона автомобиля распахнута, а из салона автомобиля пропал пистолет с патронами, 2 паспорта, куча банковских карт, $6500. Но неплохо живет бывший начальник следственного управления. Выехал так человек куда-то в город, надо же денежек в карман. Взял, там попалась пачка $. Отлично. Որ մենք 2018 թվականի իշխանության գալով ոչնչացրել ենք երկրի միակ կայացած ինստիտուտը կոռուպցիա. В общем, обчистили машину подчистую, а мне хочется спеть. У Магера Порш Панамера. Но согласитесь, история действительно смешная. Хотя я, конечно, понимаю, что самому Магеру совсем не до смеха. Подписывайтесь на наш канал и почаще нас смотрите. Мы вас любим.